Всем привет, народ! Ну что, я смотрю, все же требуется пояснительная бригада, потому что под видео, которое вышло на основном канале, которое будет сейчас со всеми пояснениями, ну просто масса, огромная масса неумных комментариев, да, которые сочли, что это абсолютно бесполезная история, которая не будет работать. Ну, в общем, дичь дичевая. Сегодня 7 декабря. Уже прошло 3 месяца спустя, как конструкция была установлена. Все работает отлично. Снега навалило. Просто жуть. Кошмарная жуть. Да, снег в этом году прям действительно пришел. Даже на крыше дома сейчас лежит снега ровно столько, сколько было в прошлом году к концу зимы. Угу. А у нас еще только начало декабря. Ну что, Хасанчик, вот из-за тебя вся эта движуха и началась. Если вы сейчас начнете перематывать вот эту всю мою историю, предрассказ и так далее, это ваша вина. Вы начнете писать свои комментарии, позориться тем самым. Ну, в общем, ни к чему это все. Лучше дослушать до конца, а уже потом либо смотреть видео, либо не смотреть и писать свои комментарии, либо их не писать. Давайте начнем с того, для чего это и зачем это и почему это. Это нужно было для того, чтобы мой пес не уходил с участка. Он любит гулять снаружи, там потому что много всяких следов зверей и так далее. Ему все это очень нравится, интересно. И здесь, на участке в 80 соток, конечно же, за 3 года ему уже поднадоело гулять. Поэтому вот здесь мы устанавливали доски, чтобы он не вышел с участка. Доски — это нормально, да, типа вроде как рабочая история, все здорово, но это абсолютно неудобно для нас, потому что я, что супруга, мы на машине ездим, друзья приезжают также на машине, и нам необходимо каждый раз эти доски вручную, вот эти 2 штуки, шпалы эти, да, туда-сюда перекидывать, открывать, закрывать и так далее. Это геморрой. Даже, допустим, если кто-то один из нас уезжает, это нужно, чтобы второй сюда пришел и закрыл эти доски. Ну, вот эту щель, скажем, назовем ее так. Пролет под воротами. Поэтому было сделано вот это. Я даже не знаю сказать вам, придумано мной или еще кем-то как-то. Я это просто увидел у себя в голове еще в прошлом году. Но в прошлом году времени абсолютно на все это не было. И уже пришлось сделать в этом. И абсолютно я точно понимал, что нужно сделать это перед зимой, чтобы по сугробам снаружи не прыгать и не лазить, когда на машине подъезжаешь. Потому что там я практически ничего не чищу. Не суть. Продолжаем. Давайте сразу уже открою, да и карты на стол, как говорится. Конструкция прекрасно работает. Все отлично. Люди говорят, что вот здесь будет лед, ничего не будет работать, невозможно вывернуть доску вертикально. Зачем ей вертикально ездить, если ей нужно всего лишь попасть в горизонт? Вот в такое положение. Отлично все работает. Снег сыпется. Все замечательно. Все, вот прям подсыпает, подваливает. Куда пошел? Куда ты пошел? Нельзя. Нельзя. Отошел. Вот он уже стоит и подсматривает, как бы вальнуть. Ну давайте, начнем с того, что были люди, которые говорили, нахрена такая конструкция, если можно просто взять доску и прикрепить ее с одной из сторон к этим воротам. Ну и прикреплю я доску. Куда она приедет? Приедет она в фундамент, который держит всю эту конструкцию. Вот здесь стоят ролики, направляющие. Одни здесь, другие вот там сзади в конце. Ну и куда доска-то приедет? Я спрашиваю. Люди, которые так говорят, никогда не видели эти ворота вообще. Не конкретно вот эти, а в целом вообще раздвижные ворота. Откатные. Это же полная чепуха, ей-богу. Если люди скажут, что это неверно установленные ворота, то это опять же неверное предположение. Почему? Потому что это действительно верно установленные ворота. Потому что я живу в Сибири, и у нас тут и снег, и дождь. А бывает, что и зимой дождь, а потом все это замерзает. И если сделать вот эти ролики в пол, туда вниз поставить, все это замерзнет и работать никогда не будет. Посмотрите внимательно картинки в интернете, и вы увидите, что 95% ворот сделаны именно вот таким образом, с высотой
прям поднятой высотой над землей. Конкретно все это очень достаточно высоко стоит. А кто-то говорит, нахрен было делать такие ворота? Да вы с ума сошли, я не делал эти ворота. Ни одни, ни вторые. Вон там у меня еще одни стоят, там хозблок въезд. Эти ворота достались мне вместе со всем этим участком. Я не ставил эти ворота сюда. Все здесь было до меня. Ну, о чем речь? Вот ворота поехали автоматически. Все, у них время подошло. Конструкция, говорят, не будет работать, потому что все замерзнет, все отвалится. Беда полнейшая. Взгляните, ничего не работает. Ничего не работает. Все прекрасно закрывается. Интересно, почему? Давайте попробуем догадаться. Наверное, все потому что вот эта часть обледеневает. Лед здесь есть, однозначно есть. Вот, да, здесь прям много. Здесь даже коркой покрывалось. У нас уже было минус 36, 37, 38 у соседей. Вообще почему-то градусник показал 41 градус. Ну, сумасшедшая история. После чего минус 2. Здесь все таяло. Здесь все вот так вот горбами нарастало. Но, когда конструкция едет, это надо понимать, что рычаг достаточно плавный. Поднимает вот эту доску, и лед здесь ломается и вываливается вон туда вниз за борт. Все, ничего здесь критически кошмарного не происходит. Я не подхожу вообще к этим воротам, ничего с ними не делаю, не долблю здесь кайлом, ни лопатой, ничем. Воздуходувочкой прошел, все это продул, обдул. До свидания. Максимум, что я хотел бы исправить, это вот здесь у меня вот он магнит, вот он как раз, да, концевик вот этот. Вот он сейчас в снегу, вот он в снегу, и когда подтаивает, оттепель, вообще он должен быть на расстоянии, но так вышло, что у меня вот здесь вот не хватило места для установки двигателя, надо его либо смещать, либо что, ну я смещу, скорее всего, именно, конечно же, магнит. Он очень плотно подъезжает к корпусу. И вот здесь, когда этот снежок падает, подтаивает, он здесь залипает. Воротам не хватает силы, дури, именно при открыть, начать открываться. Есть такие люди, которые написали, нахрена тебе вот это, лучше бы лопатой стал работать. Вы что, дурные что ли? Какая лопата? Причем здесь лопата? Как вот это может чистить снег? Я не понимаю. Я чищу снег воздуходувкой. У меня лопаты вообще отродясь нет на этом участке. Вот с самого начала. Не было и нет до сих пор. Вот это все делается воздуходувкой. Также были комментарии о том, что а если вдруг пес начнет ковырять эти доски и все же сможет отсюда свалить. Да не сможет он отсюда свалить по причине того, что он не хочет отсюда сваливать. Ему это нахрен все не упало. Ну, абсолютно домашний пес. Он в первый раз, когда увидел эти доски с расстояния 1,5 метра, он даже подходить к ним не стал, даже нюхать. Ему все это неинтересно вообще. Все, он видит преграду и никуда не идет. Так же, как и под каждым местом вот этого всего пространства, он ни разу нигде не попытался сделать подкоп. Очень воспитанная собака, и все у него замечательно. Да, молодец. Это, знаете, наверное, прерогатива, привилегия таких дворовых собак, которым действительно вот где-то что-то там почуялось за забором. Все, и у них паника, истерика, начинают сваливать куда-то. Чепуха, ей-богу, это точно не про мою собаку. Ах да, была еще такая чепуха. Доски-то, говорит, в одну у тебя сторону работают, что типа пролезть-то все-таки кто-то может. Ну да, человек-то сможет, ну глупый человек, действительно. Животные в разы умнее человека, который пишет такую ерунду. Ну ей-богу, ну вы что, гоните что ли? За 3 месяца никто сюда не залез и никогда не залезет. Здесь нет бродячих собак. А если даже и есть, ну вот знаете, за свои 40 лет я ни разу не встречал собаку-барана. Только баран в ворота прется и ломится и долбится. Собака, ну, подошла, понюхала, потыркалась. Все, она не будет до последнего, до победного. Она же не понимает, что это дверь, которая открывается. Это всего лишь доска. Ну, доска и доска, все, проходим мимо. Так что, прежде чем бежать в комментарии и писать снова какую-то ерунду, позориться, подумайте как следует. Не стоит этого делать. У меня все отлично, у меня все работает. А то, что вы напишете, ну, блин, насмех людям только останется этот коммент и все. Есть один человек, Сергей Постников, на основном канале под прошлым видео. Он забежал, чуть ли не каждому нажаловался, какая же это все-таки фигня.
что я какой-то херней занимаюсь и так далее. Лучше бы делом занялся. Серег, да ты лучше сам на себя посмотрел. Ты так жизнь проживешь, и она там и закончится. И след за тобой останется только в этих комментариях. И ничего более. Ой, короче, кому интересно, смотрите видео. Кому нет, ну, до свидания. Все, погнали. Ну и зима, короче, у нас уже наступила. Сегодня был первый ночной заморозок. Ну, прям такое, короче, сильно резко. Прям сильно резко. Было 24 и минус 5. Не суть. Короче, у меня есть некоторые нужники. То, что мне нужно сделать, так это доработка этих самых ворот. Как видите, вот такие доски здесь установлены. Я думаю, плюс-минус понятно, да, для чего это все стоит. Потому что у нас есть песик, который, ну, буквально норовит выйти, прогуляться, посмотреть, что там снаружи происходит. Цели сбежать у него нет как таковой. Ему просто интересно, что там происходит. А вот найдет ли он дорогу назад, это такой себе вопрос, непонятно. Понятно, что это собака. Ну и даже, наверное, такая полуохотничья, потому что он у нас реально может и мышек половить, и птичек погонять, да что угодно, в общем. Вот. Но плюс-минус обучен в том плане, что выходить нельзя, потому что ему строго-настрого это дело запрещается делать. И, короче, вот такой фигней, чтобы не заниматься, это еще брательник мой сказал. Говорит, блин, все классно, да, ворота-то автоматические, как бы кнопочку нажал и все работает. Но так или иначе, постоянно выходишь, заходишь из машины и туда и сюда стоять. Стой! Ну все, вот он пошел, ему пофигу вообще. Ханза далеко не уйдет, прогуляется вот тут вот и все. Сюда иди. Идет, как напуганный. Заходи. В общем, да, короче, ворота-то катаются, все классно, но так или иначе ты выходишь, вот это все ставишь, туда-сюда, закрываешь, отбрасываем эти доски, чтобы машина могла заехать нормально. Короче, это все такое. Надо это дело автоматизировать. И у меня есть такая мысль, которую я хочу здесь, в общем-то, воплотить в действие, да, чтобы все это работало должным образом. Короче, здесь будут досточки. Ну, вы все увидите. Объяснять на пальцах это тоже такое себе неправильно. Я уже закупился обычными петлями, дверными петлями. Петля бабочка, так называемая, 100 рублей. Ее стоимость одна-то недорого стоит. А вот когда тебе их нужно 30 штук, такое, да. 3000 рублей я на это отдал. Да я, в общем-то, готов потратить, в принципе, практически, ну, в пределах разумного любые деньги, чтобы вот этой фигней не заниматься. Ну и чтобы, как говорится, наш член семьи никуда не убежал. Вот. Мне сейчас нужно замерить именно пролет самих ворот непосредственно, чтобы знать и понимать, какую палку мне сюда надо и какой высоты будут непосредственно подъемные палки. Там я буду крепить металлический профиль, по которому, собственно, и будут все эти ровно 4 метра. Идеально. То есть 4-метровая доска, на которой будут расположены другие, скажем, доски, которые будут подниматься. Вот здесь вот замеряю, потому что все это должно выше автомата подниматься. До автомата 40 сантиметров. Ну и вот здесь вот нужно понимать, где будет еще пролетать, соответственно, плюс доска, чтобы все это выше поднялось. Короче, полуметровые палки мне нужны. Да, полметра. 26 по низу. Кстати, еще ворота потом придется настраивать, потому что, вероятнее всего, нагрузочка такая будет. Прям подупадет на нее, да. И так. Ну, разбег, в принципе, тут небольшой. Угу, нормально. Сантиметра 1,5, то есть ворота чуть вверх уехали. Ничего страшного. Возможно, бетонюга неправильно залита. Короче, надо действовать. Так или иначе, на улице я уже не поработаю. И, ну, единственное, что напилю доски. Да, и в дом, ходу в дом, там все это красить, шкурить, зачищать и здесь собирать.
В общем, я решил перестраховаться и взять доски с запасом. Я взял 7 штук, не 5, а 7. То есть одна у меня общая перекладина и 4 штуки, по идее, я должен накрошить по полметра. В общем-то и все. Поэтому что нужно? Нужно просто брать и выбирать нужные мне, интересные мне, и после чего я уже начну их рейсмусовать, чтобы сделать потоньше, полегче всю эту конструкцию, ну и, конечно же, покрасивее, потому что здесь все это было напилено на дисковой пиле, и здесь прям вот такую, ну, в общем, вам не видно, короче, некрасивая история здесь присутствует. Там 2 диска режет, один подрезает, другой уже полностью пропиливает. И, в общем, они были немножко смещены отсюда, и появилась какая-то грядка. В общем, надо все это выравнивать, красивенько делать. И все напиливать, тащить в дом, красить. И, короче, все увидите. Чуть не оглох. Уже пришлось и за наушниками сходить, и за струбцинами, потому что норовит уехать рейсмус. Ну, а те, кто заметили подвох, наверняка уже поняли, что что-то тут не то. Во-первых, куча, охренеть какая здоровая. Я не знаю, камера передает или нет цвет стружки, потому что есть стружка красная, а есть стружка белая. Почему? Потому что, я не знаю, я на что рассчитывал. Я рассчитывал на рейсмус, но он, блин, бедолага, достаточно старый уже. И ножи уже там поизносились, и вот это вот все. Короче, взял я эту лиственницу, давай ее гонять, и понимаю, что я не смогу работать с этим вообще никак. Я быстренько ориентировался, короче, схватил сосну, дюймовочку, также попилил и, как вы видите, отрейсмусовал ее, все нормально, ободрал эти доски, лиственница нормально, что лежит, ну я буквально чуть-чуть ее там начал драть, то есть, ну прям капец, ну вообще не идет, нафиг. Ну и плюс ко всему, я думаю, все-таки конструкция будет полегче, на ворота нагрузка будет поменьше, в общем, нормально. Ну да, что, лоханулся, маленечко время потерял, но ничего страшного. Все, с этим закончили, можно пилить в размер досточки и заносить их уже в дом. Надо будет их обязательно шлифануть машинкой, потому что гладкая древесина после рейсмуса, как правило, плохо поддается покраске. Да, понимаете, адгезия, ну, блин, на гладкую поверхность это такое себе. Нужно будет взять крупненькую наждачку, шлифануть все это дело, и будет окей. Все, ходу. Ну что, перебрался я, короче, в дом. Здесь темновато, уж извините. Короче, балка основная и те самые чопики, что будут подниматься по, скажем, салазке, которую нужно будет создавать. Железо это профиль 40 на 20, но здесь дюймовка, я ее довел, короче, в итоге до 20, по-моему, 2 миллиметров, что-то в этом диапазоне. Последняя процедура, которую вы видели по, скажем, выборке вот этого пазика, это необходимо для того, чтобы петля вот так вот аккуратненько, классно, так, сейчас фокус, вот он,
вот сюда вставала. И, как вы понимаете, вот это будет лицевая сторона. Если бы я не сделал вот этот паз, то, скажем, с лица, вот так вот, мы бы видели вот такую картину. Как я говорил, это дешманские петли, цвет у них вот такой вот серый, а у меня там все черное, ворота черные, эти доски тоже будут черные, прямо сейчас я их начну красить. В общем, ну, вот такая вот фигня была бы, да. А когда сделал вот это, все это будет вот так вот спрятано под уголочек, красивенько, оп, и вот это мы видим. Соответственно, не пороняешь, не прикрепишь. Короче, вот таким вот образом будет стоять спрятанная петля. Вот это будет к основной балке прикреплено. Будет все это дело подниматься и плавно опускаться. Короче, вы все увидите. Я уже вам 1000 раз это говорил. Надо приступать. Прошло 2 дня с покраски всех, скажем, элементов моей конструкции. Да, то есть и коротенькие досочки, и длинная основная, труба профильная, 3 штуки. Все покрашено. Их еще все равно пилить, их еще все равно варить, подкрашивать и так далее. То есть все нормально. Но прокрас на 2 слоя, на 2 раза. Трубы, по-моему, вообще, кстати, на 3 раза пробежался. Что у меня здесь? Шуруповерт сбитый Philips, крестовая обычная, и шуруповерт с ограничителем сверла. Еще и центровочная, да, то есть чтобы в петлю, как вы понимаете, входило все очень ровно. Оп, аккуратненько все это выходит. Поставил совсем маленький выход, потому что сверло достаточно толстое. Там было худое сверло, но оно проваливалось в отверстие для крепления этой самой петли. Саморезы желтенькие, нормально. Ну, к сожалению, не православные, не черные. Ну, в общем, решил не рисковать. Да, они отгнивают достаточно неплохо. И так, что сказал, 16 миллиметров желтый. Вот, все. Нормально, пойдет. Мне этого достаточно. Крепить петли буду на глаз. От руки, прям, то есть, ну, без замеров, без всего. Паз, который я делал, и вот таким вот образом прекрасно вставляется в него петля. Да, ответная часть вот так вот будет выходить и крепиться, соответственно, к основе. Все, мне все нравится, все отлично. Много текста, надо начинать.
Что мне осталось сделать? Приварить эту так называемую балку и задать вот в ту сторону, скажем, под самый корешок, под угол трубу. Где труба? Куда дел? Молодец. Вот таким вот макаром наискосочек, специально крайнюю, скажем, вот эту первую трубу, та, что уходит в землю, я установил перед подъемником, для чего, в принципе, все это и затевалось. Но, опять же, да, вот это вот воротина, то, что с таким зазором, ну, потому что парковка еще не доделана, еще нет брусчатки, нет отсыпки, там бетон у меня будет и так далее. Короче, потом я это дело просто-напросто подрежу, короче, да. Потому что я уверен, что зазор все еще будет оставаться большим. И мне нужно вот сюда, вот таким вот образом подогнать трубу, все это подварить, чтобы автоматически вот сюда заезжало все это дело красивенько. Сейчас зачищаю трубы, быстренько все это дело подвариваю. Если, я не знаю, смогу, не смогу, дождик вот прям только что меня напугал и вроде как еще должен быть. Не знаю, смогу, не смогу замазать все это красочкой. Вообще желательно, конечно. Да и все будет работать. Красота.